Приветствую вас на канале «Книги, истории и факты». В этом видео я хочу рассказать 300 спокойных фактов, под которые легко уснуть. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. У автомобиля, едущего по трассе на 8 км в час медленнее окружающего транспорта, вероятность столкновения выше, чем при движении на 8 км быстрее остальных. 2. На Марсе обнаружены необычные глубокие колодцы. Например, этот имеет диаметр около 150 метров и глубину не менее 178 метров. 3. Изобретение велосипеда было одной из основных причин того, что корсеты и пышные женские юбки вышли из моды в начале 20 века. 4. Голуби способны выполнять простейший подсчет на том же уровне, что и человекообразные обезьяны. Они продемонстрировали способность безошибочно ранжировать объекты по количеству в исследовании 2011 года. 5. Дебют Барнса, один из худших, а по мнению некоторых гроссмейстеров, самый худший, первый ход в шахматной партии. Он обозначается как 1.f3. 6. Сосны Кука клонятся к экватору, где бы они ни росли, причем чем дальше сосна от экватора, тем сильнее наклон. Всего 9% осмотренных ботаниками сосен не имеют такого наклона. 7. Ежедневно на всей территории Японии в 17 часов громкоговорители проигрывают музыку. Эта музыка является тестом системы оповещения, чтобы убедиться, что та в рабочем состоянии на случай крупных бедствий, промышленных аварий, природных катастроф и тому подобного. 8. У китов в передних плавниках есть пальцы. 9. Йогурты и другие кисломолочные продукты нежелательно есть натощак. Все полезные бактерии, содержащиеся в них, убивает желудочная кислота. Кефир или йогурт принесут пользу для здоровья, если употреблять их не раньше, чем через час после еды. 10. В начале 1990-х годов исходный код игр печатали в специальных журналах, чтобы подписчики сами вбивали их в свои компьютеры. 11. До 1999 года дети в Италии были обязаны посещать школу только до 14 лет. В наше время они учатся до 16. 12. Космонавты часто теряют ногти после выхода в открытый космос. По одной из версий, это связано с расслоением ногтей из-за смены давления. Другие ученые считают, что причиной может быть нарушение циркуляции крови. 13. Комусо – монахи пустоты, японские монахи, носящие специальные тростниковые шляпы, полностью скрывающие голову в знак отсутствия у них эго. 14. Тауэрский мост в Лондоне специально спроектирован так, чтобы выглядеть старинным. Он был построен в конце XIX века. 15. Согласно медицинскому исследованию 2017 года, руль личного автомобиля – один из самых грязных предметов, к которому люди ежедневно прикасаются. 16. За многолетнюю историю экранизации Шерлока Холмса профессор Мориарти побывал англичанином, американцем, ирландцем, женщиной, крысой и псом. 17. Существует многоножка с 1000 ног, ее обнаружили в Австралии. Это абсолютный рекорд количества конечностей среди всех известных науке существ. 18. За 4,6 миллиарда лет своего существования Солнце совершило всего 18 полных оборотов вокруг центра нашей галактики. 19. Сиамские кошки считаются одной из самых разговорчивых пород. Они мяукают громко и часто и мастерски меняют тональность и высоту звука для выражения своих требований и чувств. 20. Бык или слон. Перед вами древнейшая из известных визуальных иллюзий в искусстве – барельеф в храме Айраватешвара в Индии, созданный не менее 850 лет назад. 21.
Первой кинозвездой среди собак стала Колли по кличке Блэр, снявшаяся в короткометражном фильме 1905 года «Спасенная ровером». 22. До того, как стать актером, Дэнни Девито в морге делал прически умершим. 23. В 1983 году в кинотеатрах одновременно шло два фильма о Джеймсе Бонде: «Никогда не говори никогда» с Шоном Коннери и «Осьминожка» с Роджером Муром. Так вышло из-за неразберихи с авторскими правами на франшизу. 24. На первой официальной монете США центифуджио был напечатан девиз «Занимайся своим делом» вместо «На Бога уповаем». 25. В 1936 году премьер-министр Японии Кейсуке Окада пережил попытку государственного переворота. Заговорщики ворвались в его резиденцию и убили человека, которого приняли за него, сравнив лицо с фотографией своей цели. На самом деле погибшим оказался зять Окады. 26. По легенде, во время битвы при Карансебеше в 1788 году, в разгар австро-турецкой войны, австрийская армия фактически разгромила сама себя из-за масштабной драки, начавшейся с участием нескольких пьяных солдат. Все началось с того, что гусары, переправившись через реку в поисках турецких войск, встретили лишь цыган, продавших им несколько бочек горячительного. Когда к ним подошла пехота, гусары отказались делиться добычей, что привело к ссоре. В ходе перепалки прозвучал выстрел и завязалась драка. Часть солдат в панике бросилась обратно к своему берегу, а кто-то в шутку крикнул «Турки! Турки!». Это вызвало панику, которая вскоре переросла в настоящее сражение. Подразделения австрийской армии начали сражаться друг с другом. В итоге турки одержали победу, даже не вступив в бой. 27. Существуют ветвистые черви. 28. До появления радаров приближение самолетов противника определяли на слух. 29. У американских критиков есть понятие «идиотский сюжет». Это когда сюжет произведения движется только по той причине, что все герои идиоты, иначе все бы уже давно закончилось. 30. Отец режиссера Сергея Соловьева, снявшего культовый фильм «Асса», был личным советником Ким Ир Сена, лидера Северной Кореи. Первые годы жизни Соловьев с родителями прожил в Пхеньяне. 31. Самый типажный актер в мире 144 раза сыграл полицейского в разных фильмах и попал в Книгу рекордов Гиннесса. 32. У младенцев доминируют дельта-мозговые волны, соответствующие состоянию низкой активности мозга, примерно как у взрослых, действующих на автопилоте или в полусне. 33. Трилитон – это древний архитектурный элемент, в котором два стоящих вертикально камня поддерживают третий, лежащий горизонтально. Самый известный пример сооружения из трилитонов – Стоунхендж. 34. Калы спят от 18 до 22 часов в сутки. 35. Пит – один из старейших персонажей Дисней, созданный Уолтом Диснеем и Абом Айверксом в 1925 году. Сначала он был медведем, а с 1928 года, после появления Микки Мауса, стал большим черным котом и главным врагом Микки Мауса, Дональда Дака и Гуфи. 36. В 2014 году компания GM отозвала с рынка 800 тысяч автомобилей с неисправностью в системе зажигания, о которой компании было известно с 2005 года, но которую не исправляли, потому что слишком дорого. От этой неисправности погибли 124 человека. 37. Организм Paracarion meudinensis занимает неопределенное положение в системе жизни. Он сочетает признаки прокариот и эукариот и обладает уникальными чертами. Это единственный вид вроде Paracarion. 38. 40% всех видов млекопитающих – грызуны. 39. Австрия добавила цепи на изображение птицы на своем национальном гербе в 1945 году в знак окончания оккупации Германии. 40.
Только умение мадам Тюссо создавать восковые копии людей спасло ее от гильотины во время французской революции. 41. Пауки не прилипают к собственной паутине благодаря особым волоскам на лапках. Они уменьшают площадь контакта с липкими каплями и покрыты веществом, которое снижает клейкость. Поэтому клей обволакивает только волоски и легко соскальзывает, когда паук переставляет лапку. 42. Во время английской осады Руана в 1418-1419 годах городские власти изгнали около 12 тысяч беднейших жителей, чтобы сэкономить продовольствие. Однако английский король Генрих V не позволил им пройти через позиции своей армии. Люди оказались зажаты между городскими стенами и английскими войсками и в итоге умерли от голода. 43. В 1972 году Иран накрыла самая смертоносная метель в истории. За 9 дней в некоторых районах выпало почти 8 метров снега, около 200 деревень оказались полностью погребены под ним. Погибли более 4000 человек. 44. Трицератопс, живший примерно 68-66 миллионов лет назад, считается последним известным нептичьим динозавром. Более поздних ископаемых останков динозавров пока не обнаружено. 45. В качестве платы Аристотелю за обучение Александра Македонского было восстановление и заселение родной деревни Аристотеля, разрушенной и порабощенной отцом Александра. 46. До 1999 года авиакомпания Korean Air считалась, так сказать, изгоем в отрасли и имела репутацию перевозчика, печально известного многочисленными катастрофами, унесшими сотни жизней. Президент Южной Кореи Ким Дэ Джун называл ее показатели безопасности позором для нации и сам летал самолетами конкурирующей авиакомпании Asiana Airlines. 47. Температура на Луне в месте посадки Аполлона-11 составляла 93 градуса Цельсия. 48. Исследование 2022 года показало, что 35% взрослых японцев намерены больше никогда не путешествовать. Ни в одной другой стране уровень нежелания путешествовать не был таким высоким. На втором месте была Южная Корея 15%. 49. Пустыня Сахара примерно каждые 20 тысяч лет покрывается растительностью из-за небольших изменений орбиты Земли, влияющих на режим осадков. 50. По наиболее распространенному среди лингвистов мнению, название столицы Ирака Багдад происходит от двух слов среднеперсидского языка, которые означают «богом данный» или «божий дар». 51. Существует масляная краска, которая сохнет более 3 лет. Она используется для предотвращения незаконного проникновения в помещение. Если человек испачкается этой краской, ее очень трудно удалить. 52. Отец Чарльза Дэнса родился в 1874 году и участвовал во Второй англо-бурской войне, начавшейся в 1899 году. А старшая сводная сестра актера родилась в 1898 году. 53. Джин Симмонс из КИС пытался получить патент на использование жеста «коза» в 2017 году, но не вышло. 54. Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил более 300 так называемых «маленьких красных точек». Объектов, существовавших от 13,2 до 12,2 миллиарда лет назад, природа которых пока остается неизвестной. 55. Когда родился Пабло Пикассо, акушерка посчитала его мертворожденным, но его дядя-врач, использующий в этот момент изделие с табаком, пустил дым младенцу в лицо, после чего тот заревел. 56. В ноябре 2025 года в Ашленде, штат Вирджиния, енот проник в магазин с горячительными напитками, напился, устроил дебош и уснул в туалете. 57. В 2014 году компания Segway Incorporated подала иски против китайских производителей, выпускавших клоны Segway'ев. В ответ одна из этих компаний, Ninebot,
при поддержке Xiaomi просто купила Segway. 58. Князь Михаил Голицын во время пребывания в Европе женился на итальянке и ради брака принял католичество. Когда об этом узнала императрица Анна Иоанновна, она велела выслать его супругу, а самого князя превратила в придворного шута и устроила ему новый брак с шутихой Авдотьей Бужениновой. К свадьбе возвели необычный ледяной дворец около 20 метров высотой. Изо льда сделали не только стены, но и мебель, лестницы и даже камин с дровами. Новобрачных заставили провести там ночь. Пережить холод им удалось лишь благодаря тулупу, который Буженинова выменила у стражника на свое жемчужное ожерелье. 59. Человек, застреливший медведя в целях самообороны на Аляске вне охотничьего сезона, обязан передать штату череп и шкуру с когтями. Невыполнение этого требования считается уголовным преступлением. 60. В 1656 году в Бостоне капитан Джон Броутон был наказан за то, что поцеловал жену на крыльце дома в воскресенье после 3-летнего плавания. Это сочли непристойным поведением и приговорили его к 2-часовому сидению в колодках. В то время в Бостоне действовали очень строгие пуританские законы, запрещавшие проявление нежности, поцелуи, объятия в общественных местах, а особенно строго соблюдался День Господень воскресенья. Поцелуй был классифицирован как нарушение общественной морали. 61. В 2021 году женщина, спешившая по делам, бегло проверила свой лотерейный скретч-билет и, решив, что он невыигрышный, отдала его владельцам магазина, чтобы те выбросили. Билет оказался в мусорке, но один из сотрудников заметил, что на нем не стерт последний номер. Когда его стерли, выяснилось, что билет выиграл $1 миллион. Женщина была постоянной клиенткой, поэтому владельцы магазина быстро нашли ее и вернули выигрышный билет. 62. Самый редкий паспорт в мире – паспорт Мальтийского ордена. Им владеют всего несколько сотен человек во всем мире. 63. Название сорта чая Эрл Грей переводится как «граф Грей». Предположительно, он назван в честь британского премьер-министра графа Чарльза Грея, который в начале 1830-х годов добился отмены работорговли в Британской империи. 64. Конституция Мексики была первым документом в истории, гарантировавшим всем жителям государства право на получение образования. 65. Правление огромной Российской империи требовало от Екатерины II демонстрации жесткости и до некоторой степени мужественности в характере. Ей это прекрасно удавалось, за что один из ее поклонников, принц де Линь, прозвал ее Екатерина Великий. 66. После долгих лет селекции фрукты в наше время стали слишком сладкими, чтобы кормить ими животных в зоопарках. 67. Все щенки из одного помета – двойняшки, разнояйцевые близнецы. Однояйцевые близнецы у собак рождаются крайне редко. Есть лишь один подтвержденный случай. 68. Раньше на флаге США количество полос менялось вместе с числом звезд. После присоединения Вермонта и Кентукки их стало по 15. Однако от этой идеи отказались, потому что с ростом числа штатов полосы становились слишком узкими и создавали эффект мельтешения. В итоге оставили 13 полос в честь первых колоний, а новые штаты стали обозначать только звездами. 69. С XVI века в европейских книгах встречаются упоминания и изображения вымышленного существа – рогатого зайца. В XX веке этот образ особенно прижился в США. Неофициальной, так сказать, столицей таких зайцев считают город Дуглас в штате Вайоминг. Там ежегодно делают 1000 сувениров из кроличьих тушек с прикрепленными рогами. В городе даже выдают шуточные лицензии на их охоту. Они действуют 2 часа после полуночи 31 июня, а получить их может только человек с IQ не выше 72. 70. Последним президентом США, при котором не было сброшено ни одной бомбы на территорию иностранного государства, был Джимми Картер. Годы президентства с 1977 по 1981.
71. В 2023 году Disney получила больше прибыли от продажи чуррос в своих тематических парках, чем от стримингового сервиса Disney+. 72. Существует бразильская экранизация «Дон Кихота», в которой все роли исполняют актеры с синдромом Дауна. Картина называется «Даун Кихот». 73. В начале Первой мировой войны немецкий пассажирский лайнер «Кап Трафальгар», находившийся у берегов Южной Америки, вооружили и переоборудовали во вспомогательный крейсер. Чтобы незаметно приближаться к британским торговым судам, его замаскировали под британский крейсер «Кармания». Однако судьба распорядилась иначе. Первым вражеским кораблем, который встретил Кап Трафальгар, оказалась настоящая «Кармания». В завязавшемся бою британский корабль потопил замаскированный немецкий крейсер. 74. После убийства Малкольма Икса, борца за права чернокожих и одного из самых влиятельных афроамериканцев в истории, танцевальный зал Адюбон, где он был застрелен, привели в порядок, и уже в тот же вечер там прошла вечеринка. 75. Чтобы получить гражданство Центральноафриканской Республики, нужно прожить в стране 35 лет, владеть там землей и быть удостоенным национальной награды. 76. Юрий Норштейн, режиссер «Ежика в тумане», и Хаяо Миядзаки, культовый японский режиссер-аниматор, давние друзья и взаимные почитатели творчества. Кстати, оба мэтра родились в 1941 году. 77. Несмотря на распространенное мнение, что у женщин болевой порог выше, чем у мужчин, научные исследования неизменно показывают обратное: мужчины лучше переносят боль. 78. Термогенные растения способны повышать свою температуру выше температуры окружающего воздуха, растапливая снег и лед, чтобы освободить место для соцветий. 79. На Северном полюсе вообще нет суши, только лед, плавающий на поверхности океана. 80. Комедия «Такие разные близнецы», где Адам Сэндлер сыграл и брата, и сестру, провалилась у критиков и получила все 10 антинаград «Золотой малины», включая худшего актера и худшую актрису за роли Сэндлера. 81. Официальное название абрикосового дерева – Прунус армениака, что в переводе значит «армянская слива». 82. В Китае нашли окаменелое яйцо с хорошо сохранившимся в нем эмбрионом динозавра возрастом не менее 66 миллионов лет. 83. Самый долго хранившийся замороженный эмбрион, из которого родился живой ребенок, находился в заморозке 30 лет, рекорд, подтвержденный книгой рекордов Гиннесса. 84. Голые землекопы не стареют и не болеют раком, но все равно живут не более 30 лет. 85. В Кронштадте памятник адмиралу Макарову установлен на скале, которая изначально предназначалась для монумента Павлу I. Баржа, перевозившая ее в Санкт-Петербург, затонула, и лишь позже 160-тонную глыбу подняли со дна по приказу Николая II. 86. Эволюция как минимум 5 раз превращала разные виды в крабов. Это явление называется карцинизация. 87. В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются реки Велна и Нельба. Из-за разной температуры и скорости течения они почти не смешиваются. Во время эксперимента в реки добавили краски разных цветов, и смешения не произошло. 88. Это фотография, сделанная через несколько секунд после взлета братьев Райт. Международная авиационная федерация сочла этот полет первым продолжительным и управляемым полетом на самолете с тяжелым двигателем. 1903 год. 89. В конце XIX века в Лондоне существовал необычный приют для бездомных, получивший мрачное название «Гроб за 4 пенса». Такие ночлежки работали, например, в приюте на Берн-стрит и управлялись благотворительной организацией «Армия спасения». За небольшую плату, всего 4 пенса, человек получал еду и место для ночлега.
Спать приходилось в узких деревянных ящиках, напоминающих гробы. Человек ложился внутрь на спину, а сверху укрывался брезентом. Несмотря на мрачное название, для своего времени это считалось относительно удобным вариантом. Во многих дешевых ночлежках тогда можно было лишь сидеть или дремать на натянутых веревках. Поэтому гроб за 4 пенса стал одним из самых доступных способов пережить холодную ночь на улицах Лондона. 90. Имя Георгий, Георг Джордж, имеет тот же корень, что и слова география, геология, и означает «работающий с землей». Крестьянин, фермер. 91. Переводчик Европейской комиссии Иоаннис Иконому владеет 32 живыми языками и в общей сложности знает более 47, включая мертвые. Он говорит на 21 из 24 официальных языков ЕС. 92. В 1773 году, во время бостонского чаепития, акции протеста американских колонистов против действий британского правительства, протестующие уничтожили груз чая английской Ост-Индской компании стоимостью около $2,3 миллиона в современном эквиваленте. 93. Существует система письма от руки, которая быстрее печати. Система Грегга. Опытные мастера достигают скорости до 280 слов в минуту. 94. Мимикрия Вавилова – это эволюционный процесс, при котором сорняки постепенно начинают внешне напоминать культурные растения. Во время прополки люди удаляют растения, отличающиеся от культуры, поэтому похожие на нее сорняки чаще выживают и передают свои признаки потомству. Явление названо в честь ботаника Николая Вавилова. 95. Самый долгий мультсериал в истории «Садзаэ-сан». Он выходит в Японии непрерывно с 1969 года, и уже несколько поколений японцев выросли, смотря его каждое воскресенье вечером. Удивительно, что история началась еще в 1946 году, когда мангу создала Матико Хасагава. Изначально это был газетный комикс о повседневной жизни обычной семьи, а позже он превратился в телешоу с тысячами серий, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный анимационный сериал. 96. Авиакатастрофа, в которой погибли Джон Кеннеди-младший, сын президента США Джона Кеннеди, его жена и ее сестра, произошла из-за пространственной дезориентации. В ту ночь погодные условия были плохими, а Кеннеди не имел квалификации для ночных полетов по приборам, он налетал самостоятельно всего 72 часа, не запросил метеосводку и не подал план полета. 97. Фильмы Даррена Аронофски «Рестлер» и «Черный лебедь», вышедшие с интервалом в 2 года, во многом перекликаются. Оба рассказывают о саморазрушительном стремлении к совершенству и заканчиваются трагически для главных героев. Изначально режиссер планировал объединить эти сюжеты в одну историю о романе между балериной и рестлером. Аронофски объяснял эту идею тем, что и балет, и рестлинг – это формы искусства, в которых люди выражают невероятные вещи через возможности своего тела. Однако в процессе подготовки стало понятно, что материала слишком много для одного фильма, поэтому проект разделили на 2 отдельные картины. 98. По имеющимся данным, в парижских катакомбах погиб только 1 человек. В 1793 году мужчина заблудился там, вероятно, потеряв источник света. Его останки нашли лишь через 11 лет, всего в нескольких метрах от лестницы, ведущей к выходу. 99. Экологическая активистка Джулия Бабочка Хилл прожила на 1500-летнем калифорнийском красном дереве 738 дней, ни разу не спустившись на землю, чтобы спасти его от срубания. И спасла. 100. Кричалку болельщиков «Шайбу! Шайбу!» можно услышать не только на хоккейных аренах, но и на футбольных матчах. Это связано с известным советским хоккеистом Борисом Майоровым, который помимо хоккея увлекался футболом и даже провел 2 матча за московский «Спартак» в чемпионате СССР по футболу. Зрители хорошо знали Майорова как звезду хоккея, поэтому, когда во время футбольных матчей мяч оказывался у него, трибуны начинали поддерживать спортсмена, привычной для хоккея кричалкой «Шайбу! Шайбу!».
Со временем этот эпизод стал любопытным примером того, как хоккейная фанатская культура неожиданно проникла на футбольные стадионы. 101. В 2025 году миниатюрную таксу по кличке Валери нашли живой после 529 дней, проведенных в дикой природе Австралии. 102. Гейзер из Колы и Ментоса возникает не из-за химической реакции, а из-за физического процесса. Поверхность конфеты Ментос покрыта миллионами микроскопических неровностей, которые служат центрами образования пузырьков, поэтому растворенный в напитке углекислый газ быстро высвобождается. 103. Во время Второй мировой войны существовала Вьетнамская империя, правда, ее существование продлилось всего 5 месяцев. Формально страной правил император Бао Дай, однако реальная власть находилась у Японии. После ее капитуляции Бао Дай отрекся от престола. 104. Мальдивы – государство из примерно 20 атоллов в Индийском океане, средняя высота которых над уровнем моря составляет чуть больше 2 метров. Из-за повышения температуры и роста уровня Мирового океана многие обитаемые острова страны уже в текущем столетии могут стать непригодными для жизни. Чтобы привлечь внимание к этой угрозе, в 2009 году, незадолго до Международной климатической конференции в Копенгагене, президент Мохаммед Нашид провел необычное заседание правительства прямо на дне моря. Министры находились в дайверском снаряжении, общались жестами и делали записи на специальных досках, а в конце встречи подписали декларацию. 105. Кимоно надевают так, чтобы левая пола была поверх правой. Обратный способ – правая поверх левой – используют только при подготовке умершего к похоронам. 106. Операция «Аса-Авихим» – секретная советская программа после Второй мировой войны. Более 2200 немецких ученых, инженеров и техников вместе с семьями были вывезены из советской зоны Германии в СССР. Они работали над советскими военными проектами, вооружением и ракетными технологиями. Целью было использовать немецкие разработки для усиления СССР и не допустить, чтобы эти специалисты оказались в руках Запада. 107. На этом фото крошечные ракообразные светятся в снегу российской Арктики, как звезды. 108. Самому старому съедобному мясному деликатесу более 120 лет. 109. Люди в возрасте от 16 до 24 лет чувствуют себя самыми одинокими, показал опрос BBC в 2018 году. 110. Японский вице-адмирал Матоме Угаки, командующий 5-м воздушным флотом, горячий сторонник атак камикадзе, погиб 15 августа 1945 года, в день капитуляции Японии. В тот день он сам возглавил вылет из 8 самолетов в район Окинавы, фактически совершив одну из последних миссий камикадзе. 111. Глагол «подтачивать» раньше также имел значение «подсовывать», поэтому о безупречно сделанной тонкой работе говорят «комар носу не подточит», то есть не подсунет. 112. Необычный цвет песка на белых пляжах в Тоскане, Италии, появился из-за многолетних выбросов карбоната кальция химическим заводом, расположенным примерно в километре от берега. 113. Первые контактные линзы были из стекла, поэтому носить их, рискуя потерять зрение, если линзы разобьются, желающих было мало. 114. Алдын Оол Сивек, монгольский мастер горлового пения, исполнение которого до сих пор никто в мире не смог повторить, умер от рака горла. 115. Жираф может бегать быстрее скаковой лошади, но, как правило, жирафы никуда не торопятся. 116. В 2025 году в Китае испытательный аппарат на магнитной подушке разогнали с 0 до 700 км в час всего за 2 секунды. 117. Французский дворянин Шарль Деон – одна из самых загадочных фигур XVIII века. Он был дипломатом, шпионом короля Людовика XV, писателем и при этом считался одним из лучших фехтовальщиков Европы. Деон служил в тайной разведывательной сети Людовика XV,
так называемом королевском секрете, выполняя дипломатические и разведывательные миссии по всей Европе. Но прославился он не только этим. В течение жизни Деон 48 лет жил как мужчина и 34 года как женщина, и современники постоянно спорили, кем он является на самом деле, и даже делали ставки на его настоящий пол. Интересно, что даже сменив мужской костюм на женское платье, Деон продолжал участвовать в показательных поединках и демонстрировал мастерство владения шпагой. Репутацию выдающегося фехтовальщика он сохранял до конца жизни. 118. В небольшой деревне в Квебеке с населением всего около 150 человек сразу 14 жителей стали миллионерами благодаря одному лотерейному билету. Почти 18 лет они играли вместе, регулярно скидывались на покупку билета и договорились делить выигрыш поровну. Когда их билет выиграл $50 миллионов, каждый получил примерно по 3,5 миллиона, и в итоге около 10% жителей деревни стали миллионерами. Несколько победителей живут на одной улице, которую теперь шутливо называют улицей миллионеров. 119. Антилопа переводится с греческого как «рогатое животное» и не имеет четкого определения. К антилопам относят всех полорогих, кто не крупный рогатый скот, не коза и не баран. 120. В 2010 году колумбийская армия спрятала секретное сообщение в песне «Better Days» Натальи Гутьеррес и Анджела. В мелодии припева азбукой Морзе зашифровали фразу «19 человек освобождены, вы следующие, не теряйте надежды» для солдат, находившихся в плену у ФАРК. 121. Промышленник Эндрю Карнеги потратил $56,2 миллиона на строительство 2509 библиотек по всему миру. Библиотеки Карнеги создавались на его средства, при условии, что города будут содержать и обслуживать здания. Сегодня в Соединенных Штатах действует около 900 таких библиотек. 122. В Японии насчитывается более 33 тысяч компаний, история которых превышает 100 лет. 123. Дмитрий Набоков, сын Владимира Набокова, тоже был писателем и публиковал свои произведения под псевдонимом, но под каким – неизвестно. 124. В 2021 году во время 100-километрового горного ультрамарафона в китайской провинции Гансу внезапно началась сильная буря с резким похолоданием. Многие участники получили гипотермию, 21 бегун погиб. 125. Розовый цвет гималайской соли вызван примесями оксида железа, то есть ржавчиной. 126. В некоторых штатах США и провинциях Канады дети могут легально водить машину с 14 лет. Это самый молодой возраст получения водительских прав в мире. 127. Пропавшие и выжившие, так называют 30 человек, 2 пассажира первого класса, 3 второго, 11 третьего и 14 членов экипажа, пережившие крушение «Титаника». Но чью дальнейшую судьбу историкам так и не удалось проследить. 128. Эксперименты показывают, что люди работают с более высоким энтузиазмом, если размер награды заранее им неизвестен. 129. У одного из астероидов главного пояса есть спутник «Маленький принц». Он назван одновременно в честь Наполеона Эжена, сына императора Наполеона III, и героя повести Экзюпери. Оба были невысокого роста, отличались смелым характером и трагически погибли молодыми в Африке. 130. У подростков плохо с сочувствием и чувством вины. Люди развивают эти качества в процессе общения, и этот процесс длится до 18-20 лет. 131. Маргарет Эбботт выиграла женский турнир по гольфу на Олимпийских играх 1900 года и стала первой олимпийской чемпионкой из США. Однако, из-за плохой организации Олимпиады в Париже, она, как и многие другие участники, даже не знала, что выступает на играх. Возвращаясь домой, Эбботт была уверена, что просто победила в турнире, связанном с проходившей тогда Всемирной выставкой. 132. В католической церкви, помимо 7 смертных грехов,
Есть и 7 главных добродетелей: целомудрие, вера, честный труд, согласие, трезвость, терпение и смирение. 133. Узнав, чем занимаются музеи, 5-летняя девочка по имени Бетан подарила своему местному музею любимый камень. Вместо того, чтобы выбросить его, сотрудники включили камень в экспозицию. История быстро разошлась по интернету, и в итоге он стал самым известным предметом их коллекции. 134. Снег не белый, а полупрозрачный, так как состоит из кристаллов льда. Он кажется нам белым из-за особого способа, которым лед отражает свет. 135. Французский маникюр не имеет отношения к Франции. Этот стиль маникюра был создан и назван голливудскими стилистами. 136. После 20-минутного полета над Нью-Йорком на вертолете Стивен Ультшир, художник с аутизмом, смог нарисовать его со всеми подробностями. 137. Термин «миллениалы» появился в 1991 году. Его предложили историки Уильям Штраус и Нил Хау, работавшие над книгой о поколенческих циклах. На тот момент большинству представителей этого поколения до окончания школы оставалось еще больше 10 лет. Авторы предполагали, что миллениалы станут следующим величайшим поколением. 138. В X веке на территории современного Китая было государство Ляо, основанное племенем китаев. С XII века монголы и другие племена стали называть Китаем всю эту местность. 139. Создатель фрактальной геометрии и термина «фрактал» Бенуа Мандельброт часто подписывался как Бенуа Б. Мандельброт, хотя у него не было второго имени. Считается, что сокращение «Б» он шутливо расшифровывал как Бенуа Б. Мандельброт, из-за чего его имя словно повторяло само себя, подобно бесконечному фракталу. 140. Идею обязательного мытья рук в медицине предложили еще в XIX веке, однако официальные стандарты и повсеместные рекомендации по гигиене рук в больницах появились лишь в 1970-е и 1980-е годы. 141. Тейлор Свифт лишилась прав на мастер-записи своих первых 6 альбомов после продажи лейбла Big Machine Records менеджеру Скутеру Брауну. В 2019 году к певице в Twitter, ныне X, обратилась Келли Кларксон. Она посоветовала перезаписать старые песни и выпустить их заново, чтобы фанаты слушали новые версии. Просто идея. Перезапиши все песни, на которые у тебя нет мастер-записей. Максимально близко к оригиналу, но с новой обложкой и бонусами, чтобы фанаты выбирали новые версии. Я бы купила их все просто в знак поддержки. Свифт последовала этому совету и начала выпускать альбомы Taylor's Version, Fearless, Red, Speak Now и 1989 снова дебютировали на первом месте Billboard 200. А певица вернула контроль над своим каталогом. С тех пор после каждого переиздания Свифт отправляет Кларксон букет цветов. 142. Баскский язык, в отличие от большинства европейских языков, не относится ни к индоевропейской, ни к какой-либо другой известной языковой семье. 143. Хульда Рехер-Кларк, натуропат и автор таких книг, как «Лекарство от всех видов рака», «Лекарство от всех болезней и предотвращение всех видов рака», умерла в 2009 году от рака. 144. Свежевыжатый апельсиновый сок содержит кислоты в высокой концентрации, поэтому врачи рекомендуют пить его через соломинку, чтобы не повредить зубную эмаль. 145. В 1962 году французский спелеолог и геолог Мишель Сифр провел эксперимент по изучению человеческих биологических часов. Он спустился в пещеру на глубину около 130 метров и прожил там 63 дня без солнечного света, часов и контакта с людьми. Ученый наблюдал за тем, как в полной изоляции меняется ощущение времени. Когда эксперимент закончился, оказалось, что его внутренние часы сильно сместились. Сифр думал, что прошло значительно меньше времени, и ошибся примерно на 2 недели. Этот опыт стал одним из первых важных исследований циркадных ритмов человека.
146. В 1800 году, после гибели французского солдата Теофиля Латура Доверня, которого Наполеон удостоил звания первого гренадера Франции, его имя продолжали произносить на каждой перекличке. А сержант отвечал: «Пал на поле чести». 147. Пресноводные мидии, которых мы едим, начинают свою жизнь как паразиты глохидии, прикрепляющиеся к жабрам рыб. 148. В детстве канадского певца Брайана Адамса отправили к психиатру, потому что он не ладил с родителями. Психиатр сказал Адамсу, что с ним все в порядке и что на самом деле психиатрическая помощь нужна его родителям. 149. Существует письмо королевы Елизаветы II с секретным содержанием, запертое в хранилище до 2085 года. 150. Гипотеза самоодомашнивания утверждает, что в ходе эволюции люди сами отбирали более социально и склонных к сотрудничеству индивидов, подобно одомашниванию животных, благодаря чему усилились дружелюбие, язык и эмоциональный интеллект, что, по мнению ученых, стало ключевым отличием Homo sapiens от других видов людей. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда в конце видео, вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик, а теперь продолжаем. 151. Во время Второй мировой войны США создали так называемую «призрачную армию» с надувными танками и звуковыми эффектами для обмана немецких солдат. 152. Член Конгресса США Гарольд Фрейлих в 1973 году, получив жалобу от избирателей на снижение производства древесной массы, выпустил пресс-релиз с предупреждением о возможном дефиците туалетной бумаги. Эту тему подхватили СМИ, а затем популярный телеведущий Джонни Карсон объявил о кризисе в своем шоу. Хотя реального дефицита не существовало, его слова спровоцировали панику. Люди начали массово скупать бумагу. Позже Карсон извинился, но было уже поздно. Нехватка товара в магазинах сохранялась еще несколько недель. 153. В 2021 году из-за паводка, вызванного ливнем в египетском городе Асуане, скорпионы покинули свои гнезда и ужалили более 500 человек. 154. В интервью 1995 года журналистке Барбаре Уолтерс актер Джим Керри рассказал, что отказался от гонораров $10 миллионов за участие в продолжении фильма «Маска», поскольку работа над фильмом «Эйс Вентура 2. Когда зовет природа» убедила его, что возвращение к уже сыгранному персонажу не представляет для него сложности и не дает творческого вызова как актеру. 155. Апоксиомен – вид древнегреческой скульптуры, изображающий спортсмена, сострибающего с тела пот и пыль специальным инструментом – стригилем. 156. Бабирусы – свиньи, обитающие на некоторых индонезийских островах, известны чрезмерно развитыми клыками у самцов. С возрастом верхние клыки загибаются назад и иногда врастают в лоб, а в редких случаях могут пробить череп и привести к гибели животного. 157. Когда-то фотографам приходилось специально привлекать внимание детей, чтобы те смотрели в объектив. Отсюда и фраза про птичку, которая вылетит. В раннюю эпоху фотографии-ассистенты действительно использовали небольшую блестящую фигурку, часто из металла, способную к тому же издавать трели.
Пока камера делала снимок, и людям нужно было неподвижно стоять несколько секунд, эту птичку поднимали перед детьми, чтобы удержать их взгляд. 158. Белые пятна на шоколаде всего лишь жирный налет какао-масла. Он появляется, если были нарушены условия хранения продукта. Есть шоколад с такими пятнами совершенно безопасно. 159. Кроличьи сычи, обитающие в Америке, как и другие совы, питаются разнообразными позвоночными и беспозвоночными, но при этом используют необычную стратегию охоты. Чтобы привлечь навозных жуков, они раскладывают у входа в свои норы навоз коров и других крупных травоядных. 160. Мыши и крысы не любят сыр. Исследование показало, что запах пармезана им неприятен, а многие сорта сыра и вовсе могут быть опасны для грызунов. 161. Жители Мозамбика и Мадагаскара ловят морских черепах с помощью рыб-прилипал, привязывают их к веревке и пускают к черепахе, которая не присасывается. Для крупных черепах используют несколько рыб, так как одна выдерживает до 30 килограмм. 162. В греческом алфавите две буквы О, омикрон малое О и омега большое О. Читаются они одинаково. 163. Надпись не содержит холестерина на растительном масле. Это маркетинговый ход, поскольку холестерин в принципе присутствует только в продуктах животного происхождения. 164. Состояние перехода от бодрствования ко сну, в котором иногда возникают бессвязные видения или странные ощущения, называется гипнагогия. 165. Некоторые виды жабовидных ящериц в случае серьезной угрозы со стороны хищников используют необычный способ защиты. Они блокируют отток крови от головы, из-за чего капилляры вокруг глаз разрываются, и кровь выбрасывается струей на расстояние до 1,5 метров. 166. Наша галактика Млечный Путь весит около 1,5 триллионов солнечных масс. 167. Примерно 20% мировых изобретателей современных технологий – иммигранты. 168. В Китае с 2011 года запрещены фильмы про путешествия во времени. По мнению китайских властей, такие фильмы плохо влияют на умы зрителей, искажая историческую правду. 169. Рыбы могут крякать, кудахтать, каркать, стучать, щебетать и пищать. Звуки возникают при колебании стенок плавательного пузыря, при скрежетании зубами или при трении жаберных пластинок друг от друга. 170. Многие животные проводят большую часть времени ничего не делая. Например, если понаблюдать за колонией муравьев, можно заметить, что в любой момент времени примерно половина особей в ней просто стоит, ничем не занятая. 171. В устье реки Темзы, протекающей через Лондон, обитает как минимум 5 видов акул, причем один из них ядовит. 172. Полицейские одного отделения в юго-восточном Китае используют белочек в качестве альтернативы служебным собакам. Благодаря острому обонянию и ловкости в маневрировании обученные грызуны эффективно разыскивают запрещенные вещества. 173. Многие военно-морские силы на протяжении всей истории имели ритуал отмечать пересечение экватора в качестве посвящения для тех, кто делает это впервые. 174. Сейчас вы видите «Титаник» в сравнении с современным круизным лайнером. 175. В 1896 году между Брайтоном и Роттингдином начал курсировать необычный транспорт Daddy Longlegs – гибрид трамвая и морского судна. Чтобы избежать сложного строительства железной дороги на суше, инженер Магнус Волт предложил уложить рельсы прямо по дну моря. Общая длина линии составила около 4,5 километров. Пассажирская платформа находилась над водой на высоких опорах и была оснащена морскими атрибутами, так как официально считалась судном. В 1901 году линию закрыли из-за строительства волноломов. 176. У ежей иголки сменяются подобно молочным зубам.
В течение первого года жизни ежонок сбрасывает мягкие первые иголки и заменяет их более жесткими, обеспечивающими лучшую защиту. 177. Будущий президент Гроувер Кливленд заплатил $150 иммигранту Джорджу Брински, чтобы тот отслужил за него во время гражданской войны. Полученная на службе травма лишила Брински возможности нормально работать. В 1885 году он обратился к Кливленду за помощью, но тот отказал. 2 года спустя Брински умер в нищете. 178. Когда Австралия перестала использовать фунт стерлингов в качестве валюты, некоторыми из предложенных названий для новой валюты были Аустрал, Оз, Бумер, Ру, Канга, Эму, Диггер, Динком и Минг, прежде чем правительство остановилось на австралийском долларе. 179. В ранних лампах накаливания использовались нити накала из бамбука. 180. Прадед Александра Пушкина по отцовской линии, Александр Петрович Пушкин, в приступе безумия лишил жизни свою жену, а его сын, Лев Александрович, из ревности заточил супругу дома, где она умерла на соломе. 181. Ресница растет около 150 дней, а затем выпадает и начинает расти снова. 182. Карл Паттерсон Шмидт, известный герпетолог, в 1957 году у себя в лаборатории был укушен бумслангом, одной из самых ядовитых змей Африки. Когда у него начали проявляться симптомы, он тщательно записывал все, что с ним происходит, вплоть до самой смерти. 183. Гигантский калифорнийский морской огурец использует свой задний проход в качестве второго рта. 184. В Древнем Риме считалось, что человек, погибший от удара молнии, был поражен самим Юпитером, и его нужно было похоронить прямо на месте. 185. Одно гнилое яблоко, хранящееся вместе с другими, выделяя этилен, испортит все остальные. 186. Во Франции есть искусственное озеро, оснащенное генераторами волн, течений и ветра, а также сложными конфигурациями подходов к порту, созданное специально для тренировки капитанов кораблей. 187. Из более чем 400 видов акул только тигровая песчаная акула может пукать. 188. Во время войны США, так сказать, засевали над Вьетнамом облака, чтобы продлить сезон дождей. 189. В США есть остров Баста-Раймс, названный его смотрителем в честь знаменитого рэпера. 190. В 1385 году португальская армия численностью 6600 человек разгромила значительно превосходящие силы кастильцев, около 31 тысячи, в битве при Алжубартоте. Эта победа оказалась настолько решающей, что обеспечила Португалии независимость на следующие 200 лет. 191. Извержение Кракатау в 1883 году привело к редким атмосферным эффектам, из-за которых Луна казалась голубой. 192. Северная Америка когда-то страдала от нашествия саранчи Меланоплус спретус. Рой 1875 года считается крупнейшим из когда-либо зафиксированных, но с 1904 года их больше не видели, сегодня этот вид считается вымершим. 193. В 1982 году Marvel провела конкурс для фанатов Человека-паука. Рэнди Шуллер из Иллинойса предложил дизайн нового костюма, который впечатлил редакцию. За идею ему заплатили $220, но в самих комиксах ее тогда не использовали. Позже переработанный вариант лег в основу образа Венома, одного из главных врагов Человека-паука. Спустя 25 лет Шуллер заявил, что так и не получил должного признания. Его не указали как автора, хотя сам костюм до сих пор используется в комиксах. 194. До 1856 года фиолетовый краситель был очень редким и дорогим. В том году 18-летний британский химик Уильям Генри Перкин, пытаясь создать лекарство от малярии,
Случайно получил первый синтетический краситель из каменно-угольной смолы, запатентовал его и сделал фиолетовый цвет доступным и модным. 195. Мировой рекорд по количеству одновременно рожденных и выживших детей девятерняшки-неуплеты. 196. Ева Браун, давняя спутница и будущая жена Адольфа Гитлера, познакомилась с ним, когда ей было 17 лет, а ему 40. 197. Святой Христофор, один из почитаемых в христианстве мучеников, живший по преданию в III веке и отличавшийся огромным ростом. В православной традиции его иногда изображали на иконах с головой пса или лошади, тогда как в католической, как великана, несущего Христа через реку. В Валенсии зуб мамонта почитали как его реликвию, а бедренную кость, как руку святого, даже торжественно проносили по улицам. 198. В американском штате Южная Дакота в местах автомобильных аварий с летальным исходом устанавливают дорожные знаки с надписью «Think» – «Думай», в качестве напоминания о необходимости садиться за руль трезвым и соблюдать ПДД. 199. В декабре 2009 года жители Северной Норвегии стали свидетелями странного зрелища. В небе появилась гигантская светящаяся спираль, которая медленно раскручивалась и превращалась в сияющее гало. Явление длилось всего несколько минут, но вызвало настоящий ажиотаж. От звонков в метеослужбы до теорий о НЛО и конце света. На деле объяснение оказалось куда прозаичнее. В тот же день в Белом море прошел запуск российской баллистической ракеты «Булава», и из-за сбоя на одной из ступеней она начала вращаться, выброс топлива в разреженной атмосфере и создал ту самую идеальную спираль в небе. Так одно из самых загадочных небесных явлений 21 века оказалось редким, но вполне земным эффектом неудачного ракетного пуска. 200. Оранжевая наружная часть кожицы апельсина называется флаведа. 201. Шрифт Брайля поддерживает более 130 языков. 202. С точки зрения неврологии человек становится взрослым к 32 годам. 203. Американский сериал «Дни нашей жизни» Days of Our Lives насчитывает около 15 тысяч эпизодов и является одним из самых продолжительных телесериалов в мире. 204. Внутри нейтронных звезд может существовать необычное вещество, которое ученые называют ядерной пастой. Это сверхплотная материя, принимающая причудливые формы, напоминающие спагетти и лазанью. По расчетам, именно она может быть самым прочным материалом во Вселенной. 205. В 2006 году на водохранилище Аазее в Германии самка черного лебедя по имени Петра неожиданно выбрала себе необычного партнера – катамаран в форме лебедя. Она неотступно следовала за ним во время прогулок и даже защищала его от людей, если судно стояло у берега. На зиму Петру вместе с катамараном перевезли в зоопарк, где ей пытались подобрать пару среди настоящих лебедей, но безуспешно. Весной их вернули обратно, и история повторилась. Лишь в 2008 году у Петры появился живой ухажер, но вскоре он переключился на других самок, и лебедь снова вернулась к своему избраннику. После этого Петра надолго исчезла из поля зрения ученых. Лишь в 2013 году ее нашли сильно истощенной, выходили и, наконец, сумели подобрать ей пару среди сородичей. 206. Перед отправкой собаки Лайки в космос ученый Владимир Яздовский забрал ее к себе домой, чтобы она поиграла с его детьми, так как знал, что она не переживет полет. 207. У каждой экранной пары в фильмах о Человеке-пауке был роман и в реальной жизни. Тоби Магуайр и Кирстен Данст встречались в 2001-2002 годах, Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун в 2011-2015, а Том Холланд и Зендая до сих пор состоят в отношениях. 208. Осетрообразные разделились на два семейства осетровых и веслоносовых около 184 миллионов лет назад, поэтому их скрещивание считалось практически невозможным. Однако венгерские ихтиологи
пытаясь запустить геногенез у русских осетров с помощью веслоносов, неожиданно получили жизнеспособных мальков, которые выросли во взрослых рыб, хотя гибриды обычно возникают только между близкими видами, а между разными семействами это почти не происходит. 209. Видимый сгиб на ногах фламинго – это пятка, колени птицы спрятаны под перьями и крыльями. 210. Венгры – это мадьяры. Мадьяры – эндоним, самоназвание, то есть название, используемое самим народом, а венгры – экзоним, внешнее название, используемое в других странах. 211. В 2023 году канадский суд постановил, что эмодзи «большой палец вверх» может иметь достаточную юридическую силу, чтобы считаться заключением обязательного для сторон договора. 212. У насекомых есть кровь гемолимфа, но она не содержит красных кровяных телец и поэтому бесцветная или желтоватая. 213. В апреле 2024 года на Гавайях 9 видов местных наземных улиток получили статус официальных символов штата. По одному виду для каждого из основных островов Ниихау и северо-западных Гавайских островов. Инициатива призвана привлечь внимание к сохранению этих крайне уязвимых эндемичных видов. 214. Один из древнейших греческих сводов законов приписывают законодателю Залевку из Локр на Апеннинском полуострове. Его законы отличались крайней строгостью, особенно в том, что касалось изменений. Любой, кто предлагал поправку, должен был явиться на совет с веревкой на шее. Если предложение отклоняли, его немедленно казнили через повешение. Поэтому за 300 лет в этот свод внесли всего 3 изменения. Одно уточняло принцип «око за око». Если жертва была одноглазой, виновному полагалось лишиться обоих глаз. Другое запрещало после развода вступать в брак с более молодым партнером. Третье касалось наследниц Эпиклер. Если раньше родственник мог либо жениться на такой женщине, либо обеспечить ее приданым, то поправка оставляла только первый вариант. 215. Роман Жюля Верна «С Земли на Луну» 1865 года задолго до реальных полетов предсказал некоторые аспекты космических путешествий, в том числе запуск из Флориды и расстояние до Луны почти за век до первых высадок на нее. 216. Надпись «Без ГМО» на упаковке соли – лишь маркетинговый ход, поскольку соль не является органическим веществом и по определению не может содержать гены. 217. Аккумулятор в электромобиле – это не одна большая батарея, а 1000 небольшого размера батарей, соединенных вместе. 218. Перед вами универсальный складной инструмент из Древнего Рима, которому более 1800 лет. 219. Балкон Джульетты – одна из самых известных достопримечательностей Вероны, но у Шекспира его не было. В оригинальной пьесе Джульетта разговаривает с Ромео из окна, а сам драматург, вероятно, и не был знаком с балконами, в английской архитектуре того времени они почти не встречались. Зато сцена на балконе появилась позже в пьесе Томаса О'Тоэя «История и падение Кайуса Мариуса», во многом основанной на Ромео и Джульетте и популярной в театрах XVIII века. Когда шекспировскую пьесу вновь начали активно ставить, режиссеры переняли этот эффектный прием, и так балкон, которого не было в оригинале, стал неотъемлемым образом в массовой культуре. 220. В итальянском Пьемонте растет необычное двойное дерево Белбера ди Казорзо. Вишня проросла прямо на вершине тутового дерева и со временем пустила корни вниз, пробравшись через его полый ствол до земли. 221. Оценка вкусности еды зависит от позы человека. Чем удобнее поза, тем вкуснее кажется пища и наоборот. А когда человек ест стоя, его вкусовые рецепторы притупляются, и, например, пересоленная пища не кажется таковой. 222. Мужчины ходят медленнее, чем обычно, когда идут с женщиной, но только в том случае, если с этой женщиной их связывают романтические отношения. С коллегой или подругой мужчина, как правило, идет на полной или почти полной скорости. 223.
Первая в истории палатка на Южном полюсе была установлена норвежской экспедицией под руководством Роальда Амундсена 14 декабря 1911 года. Эта палатка все еще находится на своем месте, погребенная под 17-метровым слоем снега. 224. Когда Криштиану Роналду попросили пожертвовать его бутсы для благотворительного аукциона в пользу 10-месячного Эрика Ортиса Круза с заболеванием мозга, которому требовались деньги на операции, Роналду вместо этого оплатил все необходимые операции на сумму около $83 тысяч. 225. Немецкие сказки вместо традиционного «И жили они долго и счастливо» обычно заканчиваются фразой «И если они еще не умерли, то живы и по сей день». 226. Крупнейшая энергетическая катастрофа в истории произошла в Индии в 2012 году, когда вследствие ряда аварий без электричества осталось более 620 миллионов человек. 227. Арнольд Шварценеггер ждал до своего последнего дня в должности, чтобы объявить о смягчении приговора осужденному убийце Эстебану Нуньесу, сыну своего влиятельного политического союзника. А на вопросы журналистов об этом ответил: «Ну, конечно, вы поможете другу». 228. Когда Библию впервые перевели на финский язык, слово «лев» в ней заменили словом «ялапеора», то есть благородный олень, потому что в Финляндии не было слова для обозначения животного, которого там никогда не видели. 229. Существуют перевернутые медузы. Они плавают вверх ногами, а не как обычные медузы. 230. При замораживании воды в формах для кубиков из них могут вырастать ледяные шипы, похожие на сталагмиты, чаще всего из дистиллированной воды. 231. Калифорнийская пара Хелен и Лес Браун родились в один день, 31 декабря 1918 года. Они были женаты 75 лет и умерли, когда им было 95 лет, с разницей в один день. 232. В Нидерландах вкусную еду принято хвалить фразой «Alsof een engeltje op je tong pest», что переводится «как будто ангел писает мне на язык». 233. Настоящее имя художника Ивана Айвазовского – Аванес Айвазян. 234. В 2012 году на Галапагосских островах умер одинокий Джордж, последний представитель абендонских слоновых черепах, прозванный самым знаменитым холостяком мира. Ученые десятилетиями искали для него генетически близкую самку, а в 2007 году для Джорджа нашли самку из родственного подвида. Анализ показал частичное совпадение геномов, но все отложенные яйца оказались нежизнеспособными. После смерти Джорджа вид официально признали вымершим. 235. Вирус кори может вызывать иммунную амнезию. Он уничтожает до 73% антител, заставляя иммунную систему заново учиться бороться с уже знакомыми болезнями. 236. Бриллианты, которые считаются редкими, не так уж и редки. Алмазы встречаются почти на всех континентах. Их добывают в 35 странах мира. 237. В 1999 году 15-летний Джонатан Джеймс стал первым несовершеннолетним в США, получившим реальный тюремный срок за хакерство. Он взломал сети Пентагона и НАСА, украв программное обеспечение ценой $1,7 миллиона. 238. 1910 год окутал человечество волной всеобщей паники. Земля должна была пройти через хвост кометы Галлея, а в нем, как выяснилось, содержался смертельно опасный циан. Пророчество астронома Камиля Фламариона о грядущем отравлении атмосферы и гибели всего живого повергло мир в ужас. В аптеках сметали с полок защитные маски, предприимчивые торговцы обогащались на продаже чудодейственных противоциановых пилюль и даже защитных зонтов. Но апокалипсиса не случилось. Газ в хвосте кометы был настолько разряжен, что не смог причинить ни малейшего вреда жизни на Земле. 239.
Согласно исследованию, опубликованному в британском журнале дерматологии, чесать лодыжку приятнее, чем любую другую часть тела. 240. В 1836 году миссионер Уильям Коллинсо обнаружил на северном острове Новой Зеландии бронзовый колокол, который местные маори из района Фангареи использовали как горшок для варки пищи. На его ободе сохранилась надпись на старом тамильском языке эпохи династии Пандья около 500 лет назад. Она переводится как «корабельный колокол Махаидин Букс». До сих пор остается загадкой, как этот артефакт попал из Индии в Новую Зеландию. Среди гипотез, в том числе связь с теорией португальского открытия Австралии. Сегодня колокол хранится в музее Те Папа Тангарева. 241. Большинство ящериц не могут бегать и дышать одновременно. 242. Электронная почта появилась примерно на 20 лет раньше, чем всемирная паутина. 243. Магнолия – одно из первых цветковых растений на Земле. Оно появилось еще до эволюции пчел, поэтому опыляется жуками. 244. Последние известные прижизненные фотографии Гитлера были сделаны незадолго до его дня рождения, 20 апреля 1945 года. На них Гитлер в сопровождении Юлиуса Шауба осматривает руины рейхсканцелярии. 245. Желая выразить особое почтение, венгерский мужчина приветствует женщину фразой «целые ручки» вместо «здравствуйте» или «добрый день». Метрдотель приличного ресторана именно так обратится к вошедшей даме. 246. Африка, в особенности Конго, доминирует в мировой добыче кобальта, обладая более чем половиной мировых запасов и обеспечивая около 70% мирового производства. Этот металл имеет ключевое значение для литий-ионных батарей в электромобилях и электронных устройствах. 247. Компания Builder.ai, специализирующаяся на создании приложений с помощью искусственного интеллекта, привлекла инвестиции в размере $450 миллионов от Microsoft и SoftBank и была оценена в $1,5 миллиарда, но обанкротилась после того, как стало известно, что на самом деле код пишет не ИИ, а 700 индийских программистов вручную. 248. 4000 лет назад на Кубе жили гигантские ленивцы размером со слона. 249. В Колумбии самое большое разнообразие птиц в мире, по данным орнитологов, там насчитывается около 1900 видов. 250. Змея черная мамба не черная, черная у нее только пасть. 251. Изначально многие египетские пирамиды, включая пирамиду Хеопса, были облицованы белым известняком, ярко сверкавшим на солнце. Позже эти блоки растащили для строительства других сооружений. 252. Город Мельбурн основал Бэтмен, Джон Бэтмен, исследователь и предприниматель. Изначально он назвал его в честь себя – Бэтмания. 253. В фильме «Матрица» есть много параллелей с Алисой в стране чудес. Например, Морфеус говорит Нео: «Выберешь красную, останешься в стране чудес, и я покажу тебе, как глубоко идет эта кроличья нора». А еще он улыбается, как чеширский кот, во всяком случае так написано в сценарии фильма. 254. В Древнем Египте к людям с карликовостью относились с глубочайшим уважением. Как правило, они занимали высокое социальное положение. 255. У детей обычно появляется такой же акцент или манера речи, как у их сверстников, а не такой, как у родителей. 256. Вирусы могут быть заражены другими вирусами. 257. Кобра глуха к звукам дудочки. Со стороны кажется, что она танцует, но на самом деле следует движениям инструмента и вибрации, которые создает заклинатель, постукивая ногой. Обычно жизни мастера ничего не угрожает, так как яд из зубов кобры заранее удаляют, хотя не всегда. 258.
Коровы, у которых есть имена, дают больше молока. Фермеры могут повысить надой с одной коровы на 5%, просто обращаясь к ней по имени. 259. Пузырчатую пленку изобрели в 1957 году инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаван, пытавшиеся создать текстурированные обои. В качестве обоев она так и не прижилась, но стала широко использоваться как упаковочный материал. 260. Отель Нишияма Онсен Кейункан в Японии был открыт в 705 году и непрерывно работает с тех пор. 261. Дельфины способны обновлять от 80 до 95% объема воздуха в легких за один вдох. 262. В любой момент времени в разных точках Земли происходит около 2000 гроз. 263. Граффити «Здесь был Килрой» с лысым мужчиной, выглядывающим из-за стены, было популярно среди американских солдат во Второй мировой войне и даже попало на мемориал в Вашингтоне. Его точное происхождение неизвестно. 264. Самое популярное гласное в русском языке «о», а согласное «н». Самой редко употребляемой является буква «ё». 265. Старший брат Аль Капоне Винченцо был специальным агентом бюро по делам индейцев Министерства внутренних дел США, а позже стал шерифом в Небраске, где имел очень хорошую репутацию. 266. США несколько раз пытались купить у Дании Гренландию, но всегда получали отказ. 267. Самая глубокая станция метро в Европе – Арсенальная, город Киев, Украина, глубина 105,5 метров. Чтобы спуститься туда на эскалаторе, требуется около 5 минут. 268. При строительстве одного из стадионов чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, стадиона 974, использовались 974 морских контейнера. 269. Откуда в Берлине и Неаполе кони с Анючкова моста? Знаменитые кони Клотта украсили Анючков мост в 1841 году. 2 группы были бронзовыми, а 2 окрашенным гипсом, так как первые 2 бронзовые статуи Николай I подарил прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. Новые бронзовые кони, установленные на мосту, вскоре отправились королю обеих Сицилий Фердинанду II. Лишь 3-я партия, установленная в 1851 году, осталась на мосту навсегда, а первые 2 нашли место в Берлине и Неаполе. 270. Зачем короновали прах Петра III? В 1761 году Петр III был провозглашен императором, но его правление продолжалось всего полгода, так как царь был убит в ходе дворцового переворота, организованного Екатериной II. Поскольку Петра не успели короновать, его нельзя было хоронить в императорской усыпальнице Петропавловского собора. Похороны прошли без церемонии в Александро-Невской лавре. Только в 1796 году, после смерти Екатерины II, их сын и новый император Павел I перезахоронил отца в Петропавловском соборе и лично провел церемонию коронования праха Петра III. 271. Баранец – загадочное русское, так сказать, растение. В XVI веке европейские путешественники, побывавшие в России, описывали загадочное растение, называемое баранец или скифский агнец. По их описаниям оно имело форму ягненка с головой, глазами, ушами и копытами. При этом было соединено с землей корнем, похожим на пуповину, и будто питалось травой вокруг себя. Растение покрывал мягкий как бы мех, который использовали для утепления шапок. Якобы агнец жил до тех пор, пока вокруг него оставалась трава, а затем увядал. Несмотря на многочисленные попытки, исследователям не удалось обнаружить настоящие образцы баранца. В музеях демонстрировались лишь поделки из корней и стеблей. 272. В 1792 году в Марселе при игре в петанг, провансальский национальный вид спорта, погибли 38 человек. Игра проходила в монастыре с пороховым складом, а в качестве шаров игроки использовали пушечные ядра.
По одной версии, ядро вызвало искру от каменного пола, по другой, одно из ядер оказалось пороховой гранатой. 273. Объект Хога – кольцеобразная галактика с очень ровными пропорциями. В ее центре скопление старых звезд желтого цвета, а более молодые звезды, имеющие голубой оттенок, формируют кольцо вокруг. 274. Программист Чарльз Симони стал первым человеком, дважды побывавшим в космосе в качестве туриста, совершив полеты на МКС в 2007 и 2009 годах. Его брачный контракт с фотомоделью Лизой Пирс-Доттерер, заключенный в 2008 году, запрещает ему третий полет. 275. Единственный спутник в Солнечной системе, движущийся в направлении обратно вращению своей планеты, это Тритон, спутник Нептуна. 276. Бейсболист Джонни Невис из команды Fargo Moorhead Twins играл под зеркально перевернутым номером 7, обыгрывая свою фамилию Невис, которая читается как Севен наоборот. 277. Змеи не умеют закрывать глаза, потому что не имеют подвижных век. Они даже спят с открытыми глазами. Глаза змеи покрыты защищающей их тонкой прозрачной кожицей, которая сходит вместе с кожей прилиньки. 278. В ранней авиации у пилотов почти не было приборов для обнаружения врага, поэтому им приходилось постоянно вертеть головой. Чтобы воротник не натирал шею, в форму ввели шелковые шарфы. Сейчас их носят уже скорее из традиции. 279. В 2014 году Илон Маск открыл все патенты Tesla Motors, что подразумевает, что желающие могут бесплатно пользоваться разработками и изобретениями компании в собственных, в том числе коммерческих целях. 280. Во времена викторианской эпохи женщины нередко осветляли кожу с помощью косметики на основе свинца и даже мышьяка. 281. На этой фотографии ледяная маска, разработанная Максом Фактором-младшим в 1940-х годах, чтобы лица актрис могли, так сказать, остыть между съемками и после долгой ночи. Продажи провалились. 282. В 1988 году ученая Нэнси Найт из США нашла две почти одинаковые снежинки. 283. Супер-Юпитеры – это космические объекты примерно того же размера, что и Юпитер, но гораздо массивнее. Они находятся на границе между планетами и звездами. До звезды им не хватает массы. 284. Аль Капоне имел привычку отправлять дорогие цветочные композиции и шикарные венки на похороны людей, убийства которых, предположительно, сам и заказал. 285. Язык Нави, на котором разговаривают обитатели планеты Пандора из фильма «Аватар», настоящий язык. Он был разработан лингвистом доктором Полом Фромером по заказу Джеймса Кэмерона. 286. В Ирландии и Британии фонари для Хэллоуина традиционно делали из репы, свеклы или брюквы. Тыквы для фонарей стали использовать американские иммигранты в XIX веке. 287. Флаг Великобритании состоит из нескольких флагов. 288. В Стокгольме дорожные камеры фиксируют водителей, соблюдающих скоростной режим, и они автоматически становятся участниками лотереи, призовой фонд которой формируется из штрафов, уплаченных водителями, превысившими скорость. 289. В 1992 году в шотландском кафе The Heaven изобрели батончик Марс во фритюре. Позже СМИ связывали его популярность с ростом ожирения, а компания Марс заявила, что блюдо противоречит принципам пропаганды здорового образа жизни. 290. В 2017 году из-за бага iPhone при подключении к аудиосистеме автомобиля автоматически включал первую по алфавиту песню из медиатеки пользователя. Самир Месрахи обошел проблему, выпустив трек Very Good Song из 10 минут тишины за $0,99, который быстро попал в топ-100 iTunes.
291. Фордит или детройтский агат. Это старая автомобильная краска, достаточно затвердевшая, чтобы ее можно было огранить и отполировать. Она образовывалась из слоев эмалевой краски на стойках и полозьях при ручной покраске автомобилей и последующей сушке в печах. Фордит перерабатывают и используют для изготовления украшений. 292. Тартановая лента. Первая в истории достоверная цветная фотография. 1861 год. 293. Журнал Discover оценил вес интернета, исходя из массы электронов, задействованных в хранении и передаче данных. По их расчетам, общий вес информации составляет около 53 квадриллионных грамма. 294. Крокодилы живут на Земле более 200 миллионов лет, и их внешний вид за это время почти не изменился. 295. У лам есть клыки, очень острые, загнутые назад и предназначенные для драки с другими ламами. Их называют боевыми зубами. 296. По оценкам ученых, у более чем 50% людей мышление не сопровождается нарративом, то есть внутренним монологом. 297. Стефани Кволек пришла в химическую компанию DuPont в 1946 году, чтобы накопить на учебу в мединституте, но работа ее увлекла, и она отказалась от карьеры врача. В 1965 году Кволек изобрела кевлар – легкое и сверхпрочное волокно, широко использующееся в промышленности, в том числе при производстве бронежилетов. 298. Язык змеи – это орган обоняния. Высовывая язык, змея собирает частицы из окружающей среды, чтобы затем отправить их на анализ в ротовую полость. 299. В 1911 году Пабло Пикассо был арестован по подозрению в краже Моны Лизы из Лувра. Позже следствие установило, что художник не был причастен к этому преступлению. 300. Картина «Утро в сосновом лесу» была написана Иваном Шишкиным совместно с Константином Савицким, который рисовал медведей. После покупки картины Павел Третьяков стер подпись Савицкого, из-за чего сейчас ее часто приписывают только Шишкину. На этом я бы хотел закончить это видео с 300 спокойными фактами, под которые легко уснуть. Ну и уже по традиции для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Вот как будет выглядеть схема Солнечной системы, если изобразить планеты вместе со всеми их спутниками. Вот такими у нас получились 300 спокойных фактов, под которые легко уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми. Надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.